Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Ждете ремейк Готики? Если да, то для вас две хорошие новости. Если не ждете, тоже послушайте. Компания THQ Nordic запустила серию документальных промо-роликов, в которых разработчики из Alchemia Interactive делятся своими соображениями касательно производства игры. Авторы в очередной раз подчеркнули, что учли критику аудитории к играбельному тизеру 2019 года, так что текущая версия ремейка не имеет практически ничего общего с изначальными наработками. Взамен Alchemia Interactive решила сделать ремейк максимально приближенным к оригиналу, но более насыщенным как в плане визуального дизайна, так и в плане контента. Это первая новость. Вторая спрятана в финале документального видоса. Разрабы анонсировали демо-версию. Демка будет доступна с 24 февраля по 3 марта в рамках фестиваля «Играм быть» в Steam. Сколько именно контента войдет в пробник, пока неизвестно. Напомню, что ранее с ремейком могли ознакомиться только журналисты и посетители прошлогодней выставки Gamescom в Кёльне. Готику 1 ремейк планируют выпустить в этом финансовом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В игре заявлена полная русская локализация. На выходных PlayStation Network нормально так прилег отдохнуть. Сервис работал с перебоями во всем мире, а потом и вовсе, по сути, отключился. Если опираться на данные сайта Down Detector, массовые жалобы от пользователей начали появляться ночью 8 февраля в районе 2 ночи по Москве. Сбой затронул все звенья PlayStation Network. Наблюдались проблемы в PlayStation Store и даже на PlayStation Portal, устройстве, которое транслирует игры с PS5 или из облака. Как было указано на сайте PlayStation, люди также могли столкнуться с неполадками при управлении учетной записью и при попытке запустить игру с сетевыми функциями. Мы вот с другом хотели в Space Marine 2 поиграть, но не вышло. На PS5 просто к сервакам игры не коннектило. К счастью, уже через день, 9 февраля, Sony объявили, что PSN реанимирован. За причиненные неудобства всем владельцам PS Plus вручат целых 5 дней бесплатной подписки. Ну, могли бы хоть недельку накинуть. Эх. Kingdom Come Deliverance 2 покоряет Steam. Игра про Индрджиха, все равно неправильно прочитал, наверное, заманила в себя 159 тысяч игроков в день релиза, а на выходных онлайн подпрыгнул аж до 256 тысяч геймеров. Теперь Kingdom Come Deliverance 2 превзошла по пиковому онлайну в Steam Pass of Exile, Dragon's Dogma 2 и Warhammer 40 тысяч Space Marine 2. Все они не перепрыгнули через 230 тысяч онлайна. Особенно удивительно, что чтобы добиться такого успеха, Даниэлю Вавре даже не пришлось закладывать свое имущество и искать, куда сдать почку. Стоимость производства игры оказалась впечатляюще скромной. Глава студии Warhorse, тот же Даниэль Вавра, раскрыл бюджет игры в недавней беседе с чешским изданием Сезном Справи. По его словам, производство сиквела потребовало 1 миллиард крон, или около 40 миллионов долларов. При этом Вавра не уточнил, входит ли в обозначенную сумму маркетинг, или же это затраты исключительно на саму разработку. Для сравнения, общий бюджет The Witcher 3 Wild Hunt составляет 67 миллионов долларов, половина из которых пришлась на рекламную кампанию. Сам Вавра даже сравнивает свою игру с Death Stranding, говоря: при бюджете в 5 раз меньше, чем у Death Stranding, у нас почти столько же катсцен, и во многих из них толпы людей. Это настолько хорошо, насколько вообще возможно. Конец цитаты. Чешский гигачат против японского гения. Вот эта схватка была бы. Разработка новой Kingdom Come окупилась, кстати, за первый же день продаж, и уже сейчас игра приносит создателям активную прибыль. Это звучит особенно иронично на фоне заявлений менеджеров Electronic Arts, считающих, что одиночные ролевые игры без элементов сервиса больше не востребованы. Ну да, вообще не востребованы. Джейсон Шрайер вышел на связь с новой пачкой инсайдов за пазухой. На этот раз рассказал про состояние Warner Bros. Games, как себя чувствует руководство, а также что делают авторы Middle-earth Shadow of War, создатели Gotham Knights и бедолаги из Rocksteady. И есть капелька инфы про будущее Hogwarts Legacy, кстати. Ссылку на весь подробный доклад журналиста оставил в описании, там найдете нашу заметку на сайте с основными пунктами. А я главное расскажу. В январе стало известно, что президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад собирается покинуть свой пост. Бывшие и текущие сотрудники Warner Bros. Поведали, мол, когда он стоял у руля, у фирмы не было единого видения, что вылилось в годы безрезультативной погони за трендами и пустую трату времени на разработку. Принадлежавшие Warner Bros. Студии понесли репутационные потери, лишились ключевых специалистов и пустили по ветру сотни миллионов долларов.
Monolith Production, создатели Middle-earth Shadow of War, целых 3 года тужились в попытках создать что-то по существующим франшизам DC. Но нифига не получилось, и большинство руководителей студии решило свалить из команды. Оставшиеся же люди начали работу над игрой про Чудо-женщину, но проект все никак не примет хоть какую-то форму. А тем временем на Wonder Woman уже потратили-то свыше $100 миллионов. Rocksteady натерпелась негативчика от критиков и игроков после выхода Suicide Squad Kill the Justice League, но в настоящее время намерена вернуться к серии игр про Бэтмена и сделать одиночный проект. Однако до его выхода придется подождать несколько лет. Warner Bros. Games Montreal за последние годы питчила ряд проектов и даже начала делать что-то про Флэша. Но неудачный фильм «Сольник» с Эзрой Миллером все испортил. Производство игры остановили. Сейчас коллектив помогает другим студиям, а также готовит питч нового проекта по «Игре престолов». Ну и Avalanche Software, она корпит над расширенной версией хитовой Hogwarts Legacy и ее сиквелом. Шрайер задается вопросом, сумеют ли разработчики повторить свой успех, или же спрос на подобную забаву уже поугас. Как думаете, есть шанс у Warner Bros. Games вернуться в строй? Пишите в комментах, почитаю. Своими результатами за минувший квартал поделились многие издательства, а теперь очередь вскрывать карты дошла до Take-Two. У компании выдался неплохой квартал, но она по-прежнему вынуждена мириться с чистым убытком. Также глава Take-Two Штраус Зельник поведал, что запуск Grand Theft Auto 6 по-прежнему намечен на осень 2025-го. Рассказал он об этом в беседе с IGN, даже до оглашения финансовых результатов. Он заявил, что в компании уверены в релизе GTA 6 осенью 25-го, но не готовы бить себя пяткой в грудь. Всегда есть вероятность, что игра укатится на более поздний срок. Если интересно, подробности о бабосиках Take-Two можете прочитать в заметке на сайте, там прям куча циферок. Ссылку оставил в описании. А вот и все новости на сегодня. Больше интересного ищите у нас на сайте. Там Максим Захарчук написал обзор Tales of Iron 2 Whiskers of Winter, а Кирилл Волошин напомнил про хорошие игры, которые вы могли пропустить в январе. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!